Всем привет! Сегодня посмотрим коробочку от китайского производителя Hobby Boss, модель T26E4 Pershing Late Production или танк T26E4 Pershing позднего периода производства. Значит, каталожный индекс, так коробка не влезает, но короче каталожный индекс 82428. Так, сначала по производителю Hobby Boss понятно, ну как уже неоднократно говорилось, это в принципе часть концерта Трампетер. По сути, я как считаю, что это что-то типа саббренда Трампетера, в котором они обычно выпускают, в среднем, как мне показалось, наверное, более какие-то дешевые, может быть, модели, не такие ходовые, может быть, более старые. Не знаю, что это такое. В общем, тоже у них огромный модельный ряд, как у самого Трампетера, то есть чего там только нет. Вот. Конкретный вот этот вот танк есть. Значит, что по танку? Собственно, танк Pershing. Соответственно, там небольшая была чехарда с названиями. Собственно, я так понимаю, если в основном понять идеологию наименования, то машины, которые уже принимались из этой серии першингов в эксплуатацию, в боевую поступали вооружения, в серийное производство, их вроде как переименовали в М26 с различными индексами, а те машины, которые в массе своей, в основном, по крайней мере, так было, наверное, оставались какими-то, может быть, мелкосерийными или не поступившими в серию, не стандартизированными, они вот так и остались известны под индексами Т26, и различными вот такими постфиксами. Собственно, что за танки, если совсем коротко сказать, это, в принципе, по американской классификации сначала средний, потом тяжелый, потом опять средний танк, появившийся во времена Второй мировой войны, в конечный период, 45-й год, по-моему, как, скажем так, развитие, подразумеваемый преемник танка М4 Шерман, который, собственно, был самый массовый у американцев во время Второй мировой войны. Собственно, появился он потому, что, как показала эксплуатация Шерманов в Европе, 44-45 годы у немцев в достаточном количестве стали появляться танки Пантера и еще более тяжелые танки, такие как в каком-то количестве Тигр, потом второй Тигр, Королевский Тигр, и оказалось, что в принципе Шерманы, конечно, уже не совсем готовы к роли поддержки пехоты в таких условиях, так как откровенно им было тяжело противостоять Пантерам. То есть в ответ на это был разработан более тяжелый танк, более медленный, не такой быстрый, не такой маневренный, как Шерман, но зато более тяжелый, был защищенный, с более мощным оружием. Соответственно, Першинги, собственно, Першинг — это фамилия американского генерала, то есть, как часто у американцев танки получают имена каких-то американских полководцев, только уже не из Второй мировой войны, как Шерман, а из Первой мировой, а не генерал. Собственно, машин таких было выпущено много под разными индексами. Так вот, значит, Hobby Boss, как производитель моделей, он эту нишу першингов, если не полностью, достаточно так немножко плотно оккупировал, и как минимум с 2009 года 4 или 5 различных моделей першингов он выпустил. Это как ранние першинги, я так понимаю, военные, так и послевоенные, после самой Второй мировой войны, так как першинги активно применялись в корейском конфликте уже после войны. Соответственно, вот он выпускал их там с 9 по 10 год, и вот, собственно, вот эта коробка — это одна из этих модификаций. Собственно, что конкретно по модификации Т26Е4 можно сказать интересного? Это один из вариантов апгрейда танка Першинг уже 45 года, то есть фактически под самый конец войны. Американцы в Европе столкнулись с тяжелыми немецкими танками Королевский Тигр, да? Соответственно, выяснилось, что даже вот Першинг новый в текущем своем виде, М26, он уже в принципе слабоват. То есть нужно было что-то, какой-то эквивалент достойный советскому ИС-3, который, правда, до войны не доехал, немецкому Королевскому Тигру. Соответственно, разрабатывались варианты апгрейда танка. Вот, соответственно, был придуман такой вариант. В основном, я так понимаю, различные доработки делали, самые крупные из которых, по-моему, сделали апгрейд пушки. Соответственно, также осталась она 90 мм, но бронепробиваемость ее улучшилась. Также всяческие дополнительные апгрейды, которые под эту пушку нужны были. Там, по-моему, устранялись дефекты по подвеске, по ходовой, там что-то по двигателю, по-моему, делалось, по бронированию что-то добавлялось и так далее. В общем, хотели этот танк сделать новым массовым вариантом Першинга, конкретно вариант Т26Е4. И, соответственно, даже
начали, собственно, с апгрейда пушки. Там достаточно интересная история, что сделали первый пилотный, скажем так, тестовый першинг, просто на базе одних из более старых модификаций першинга установили на него новое орудие, какие-то там еще приспособления, и буквально сразу его чуть ли не на боевые испытания в Европу отправили. И тот самый пилотный першинг, можно сказать, условно этой модификации, он, в принципе, даже успел поучаствовать в боях. То есть был частично проапгрейжен в частях там дополнительно. И даже, по-моему, 2 или 3 танка успел немецких подбить этой своей новой апгрейженной пушкой. Потом был сделан второй пилотный вариант. Потом, так сказать, танк стали готовить в серию. В Америке уже, это фактически война уже завершилась к тому моменту. Около 26 танков предсерийных, скажем так, первой серии было в Америке изготовлено в Детройте, но потом, как сказать, Вторая мировая война закончилась, вроде бы как показалось, что в принципе не нужен этот апгрейд першинга, и собственно на этих 25 там, или 26 машинах серии все так и остановилось. Соответственно, так как вот такая вот сложная история, да, у как бы танка и у наборов Хабибоса, так как Хабибос много наделал этих самых першингов, вот у першинга как раз есть набор первого пилотного Т-26Е4, он так, по-моему, у них называется Pilot 1, второго пилотного, то есть второго тестового, то есть первый пилотный это как раз тот, который, собственно, успел в Европу поехать и повоевать там, и, соответственно, вот этот третий набор, это который позднее производство, то есть я так понимаю, что имеется в виду именно те 26, по-моему, першингов, которые уже были сделаны как первая серия, готовились в крупную серию, но так это и не случилось. То есть, соответственно, вот этот першинг, это, видимо, самый его как бы финальный такой готовый к конечному производству вид, но тот самый танк, который всего лишь был 26 экземпляров сделан, и, в принципе, массовым так и не стал, значит. Еще есть такое название Супер Першинг тоже, можно, кто-то слышал, Супер Першингом, насколько я помню, это в принципе, в каком-то смысле народное название, я так понимаю, это пилотный первый першинг, так назывался, Е4 с апгрейженной пушкой, который, собственно, досносили в войсках, там дополнительное бронирование, вот его назвали по приколу Супер Першингом, соответственно, я так понимаю, Супер Першинг не является синонимом Т-26Е4, это скорее просто какое-то такое жаргонное прикольное название. В общем, вот такая вот история у этого танка, собственно, часть истории танковых вооружений США, в принципе, интересно. Значит, что по набору? Значит, помимо боксарта на боковиках у нас один вариант окраски, олива, соответственно, американская, для тех времен показано, что есть флотов отравления небольшая, и очень короткая, буквально в одно предложение, соответственно, историческая справка, которая как бы всю эту длинную историю, конечно, не освещает, а там буквально в 2 словах что-то такое нам сказали. На другой, значит, про боковике у нас еще одна проекция, не совсем понятно, тот же вариант или нет. И, собственно, больше ничего на коробке нет. Собственно, сама коробка и сам набор, как я уже понял, кстати, да, вот единственное, пишет у нас, кстати, тоже по хабибосовско-трампетеровской традиции, длина готовой модели 200, почти 30 сантиметров, ширина 10. Количество деталей вот не пишут. Значит, коробка сразу мне показалась достаточно интересной, знаете почему? Потому что, во-первых, как бы коробочка очень маленькая, тоненькая, как можно сказать, да, достаточно, но упихали в нее литников, мама не горюй, я бы сказал, то есть будь здоров, упихано, да, как бы, вот на коробке решили сэкономить. Значит, что в коробке мы видим? Большое количество пластика, литники такие чисто выглядящие, как Трамп Хабибос, да, вот некоторые уже, как мы видим, погнулись. Значит, их много, они все, правда, упакованы в отдельные пакеты. Это, конечно, с коробкой минус, ладно, хотя бы с пакетами Трампетер, как обычно, не пожалел. Значит, ванна корпуса тоже в отдельном пакетике. Кстати, как мы видим, отдельного бокса, как часто делает Трампетер и Хабибос под ванну, под крупные детали, здесь нет. Тут все навалено прямо в кучу. Значит, башни там отдельно, еще пластик. В конце видим гусеницы. О них тоже там придется поговорить еще, наверное. Насколько я понял из инструкции, если сразу уже заходить, то 2 варианта гусениц. То есть это не одна лента располовиненная, да, на 2 половинки, а это 2 варианта гусениц цельной ленты. Но, к сожалению, из такого винила, пластика, резиноподобного материала. То есть никакой ни наборной, ни, упаси бог, рабочей гусеницы здесь нет. Значит, инструкция хабибосовская. Стандартная вкладка, значит, хабибосовская. Листочек с мини-декалькой,
И, собственно, вот эта мизерная, так понимаю, одиночная плата фототравления. Под эту, собственно, под першинг есть. Так, что у нас помимо этого? Давайте начнем, как обычно, с инструкции, благо там есть на что посмотреть. Собственно, опять же, буксат, отсутствие исторической справки. Инструкция полностью похожа на трампетеровские стандартные инструкции. Значит, сделана гармошкой, а не книжечкой. То есть ее, в принципе, надо вот так вот раскладывать. Даже, можно сказать, в две гармошки она сделана. Ну, тоже немножко сэкономили, наверное. Значит, ну, в принципе, что тут можно сказать интересного по сборке? А, наверное, сказать можно, потому что я когда первый раз посмотрел инструкцию, мне как бы, да, прикалывало тоже. Значит, ну, начинается все стандартно с ванны. Ну, как мы видим, тут ванна у нас непростая. Тут как бы дополнительные внутренние детали какие-то в ванне появляются, которые как бы нам на что-то намекают, да. Детали ходовой, собственно, ведущая звездочка, которая, кстати, на этом танке, насколько я помню, располагалась, по-моему, сзади, если я ничего не путаю. Да, ведущая звездочка у них сзади. Значит, ну, какой-то вот полик, да, появляется. Непонятные детали ходовой. С подписями тут где что, две нужно делать, где одну и так далее. Значит, опять ванна. Тут уже вот начинается интересное, то есть появляются балансиры, и тут внезапно у нас появляется что-то похожее на торсионы, значит, которые входят внутрь. То есть, ну, казалось бы, да, с чего вдруг? Что-то неожиданное для хоббибоссовских моделей. Я уж был подумал, неужели рабочая ходовка? Но, честно говоря, во-первых, инструкция нам ни по какую рабочую ходовку не говорит, ничего. То есть, все просто приклеивается, никаких указаний нет. Во-вторых, вроде, насколько я понял, по дальнейшей сборке, просто конструкция никак не подразумевает рабочую ходовку. То есть, скорее всего, балансиры именно просто для внешнего вида. Ну, хотя бы он, внешний вид, видимо, для чего-то этот нужен, я не знаю, дальше посмотрим. Соответственно, тут еще детали ходовки, достаточно такая сложная у американцев ходовка была. Соответственно, танк был на 10 тонн тяжелее Шермана, поэтому, конечно, апгрейдить ходовую часть им пришлось. Ну, тут подленивцы вот эти все держатели, то есть много ходовки. Значит, еще это, значит, другая сторона, тоже торсион, опять же, вот у нас, видите, ну, хоббибоссовская модель и торсионы. Прикол. Кстати, модель довольно дешевая сейчас, но она, в принципе, и не новая. Недостатков в нее порядочно. Но она такая довольно сложная для своей цены, скажем так, по конструкции. Значит, торсионы. И вот у нас добавляются на третьем шаге, значит, что-то похожее на амортизатор, я так понимаю. Ну, вот так вот они сделаны. То есть, вот, судя по всему, наверное, вот эта самая амортизация вряд ли, наверное, даст нам возможность сделать здесь, даже если мы захотим, собственно, рабочую ходовую, потому что тут как бы вот эти самые шахты, все это намертво крепится, то есть никакого такого момента, наверное, нет, чтобы нам это как-то подвижным, эту амортизацию сделать не будет, поэтому я так понимаю, что все-таки торсионы у нас чисто для внешнего вида. Значит, потом, собственно, катки у нас, все это на довольно сложную вот подвес, систему подвески крепится, точнее, поддерживающие ролики. Значит, катки, собственно, в конце появляются, ленивец, он, по сути, я так понимаю, просто обычный каток, и, собственно, ведущая вот эта звездочка. Собственно, ходовая, я так понимаю, у нас на этом этапе заканчивается. На четвертом шаге у нас появляются те самые виниловые гусеницы. Тут, кстати, интересная подпись. Во-первых, даются два варианта, вот здесь написано, то есть это те самые два варианта гусениц, видимо. И тут интересная надпись на английском, что якобы эту гусеницу мы можем склеивать клеем для пластика, обычным модельным клеем. Там красить. И также вот нам рекомендуют, что нам надо, возможно, придется выравнивать гусеницу собственно, на катках при помощи скрепок или нити. Да, то есть, ну, я так понимаю, наверное, речь у нас идет о том, что, собственно, хоббибосс заботится и о нас, и зная, что вот эти винилообразно пластикоподобные, не совсем понятно из какого материала гусеницы, они у нас, видимо, конечно, провис делать не будут, образовывать, и, видимо, предлагают нам что-то тут нитью вытягивать, не знаю, может быть, чем-то еще, не совсем понятно. Возможно,
Может быть, соединить нам их. Ну, хотя нет, соединять нам предлагают клеем. Ну, в общем, вот так вот, да. Вот про эту технологию винила так сказать, симуляции провиса на гусеницах посредством это самое ниток. Я, кстати, что-то слышал уже, не знаю, никогда не пробовал. Но, короче говоря, если есть вариант у вас заменить как бы на какую-то автомаркетную гусеницу, то, скорее всего, конечно же, меняйте. Но, как, опять же, могу сказать, вот у нас на боксарте видно, да, готовый вид машины. Юбка боковая, если ее устанавливать, да, она в целом, в принципе, закрывает верхнее положение гусеницы. То есть тут вот где-то еще, может, проекции будут. Так что, если даже как бы нет сил и возможности купить автомаркетную гусеницу, уж не знаю, где там можно их найти, сейчас продажи нет, то есть это, скорее всего, как сама модель минимум вам выйдет, то, наверное, в принципе, при таком положении юбки, вот этой самой боковой, в принципе, отсутствие провиса и этот общий убогий вид, наверное, виден не будет. И, в принципе, при известной сноровке, наверное, можно даже что-то изобразить. И на данной вот резино-винилово-пластиковой гусенице, которая вот у нас какая-то такая волшебная, что нам Hobby Boss даже обещает, что она модельным клеем склеивается. Но если так, это прям, конечно, прикол. И дальше тоже вот начинается веселье, и внезапно появляются детали двигателя. То есть мы внезапно узнаем, да, тут вот разрыв инструкции начинается от одной гармошки в другую. Вот шестой шаг. Кстати, понятно, почему гармошки теперь разделены, потому что, собственно, видимо, конкретно вот эта гармошка, она относится, наверное, во многом... Ну, хотя нет, может быть и нет. Ну, короче, внезапно с шестого шага мы узнаем, что в модели у нас детализирован двигатель. Серьезно? То есть, хотя при этом производитель об этом нигде гордо не указывает, как сейчас модно, знаете, там что-то такое. Ну, как сразу хочу сказать, что это вовсе не означает, что в модели детализирована внутрянка. На самом деле в ней, по ходу, как насколько я понял, детализирован, по-моему, двигатель и, по-моему, частично, что там еще детализировано? Да, по-моему, ничего там не детализировано, по мелочи там чуть-чуть что-то еще детализировано, но вот движок они почему-то решили сделать, вот даже не очень понятно почему, вот видим. Двигатель был у Першингов вроде как специальный танковый от Форда, довольно мощный, но в принципе недостаточно все-таки мощный, чтобы, например, таскать эту машину активно в Корейских горах, где более поздние першинги применялись. Но, тем не менее, вот такой вот движок есть, он детализирован. Тут целый шаг у нас посвящен сборке движка, вот охлаждение, видимо, этого движка, тут что-то такое. Значит, радиатор есть сзади, да, вот он деталь, вот задняя часть появляется, куда ниша под этот самый движок, тут устанавливается, радиатор, еще какая-то тут часть. Вот, на восьмом шаге еще по двигательному моторно-трансмиссионному отсеку достаточно большая детализация проделана, то есть, ну, как бы вот кто бы мог ожидать, да, вот оно становится понятно, откуда такая пачка толстых литников, соответственно, но пока, собственно, ты сам набор читать не начнешь, ты не поймешь, что там движок есть. Значит, вот, собственно, у нас, видимо, это двигательная установка в сборе, вот она, значит, тут появляется уже задняя стенка. Соответственно, вот она собирается, движок этот устанавливается, и вот к девятому шагу мы подбираемся к сборке верхней части корпуса. Она дана в основном в одну деталь, за некоторыми, так сказать, приколами, такой хвостик забавный присутствует. Значит, только здесь мы, собственно, ее склеиваем. Юбки тут же, брызговики нам предлагают, какие-то ящики дополнительные. Значит, 10-й шаг мы перескакиваем. Опять же, продолжаем все возиться с этой пулемет, ставим внутрь, то есть, значит, ящики дополнительные, какая-то деталировка, крюки там всякие, приборы наблюдения. Кстати, я, когда смотрел пластик, этого не отметил. Пластики, опять же, сэкономили, насколько я понимаю, на прозрачных деталях. Их просто в наборе нет. То есть огромного пластика простого пластика навалили целую гору, но вот на прозрачке, к сожалению, сэкономили. Соответственно, я так понимаю, что, ну, вроде бы, насколько я понимаю, эти детали это просто обычный непрозрачный пластик, потому что прозрачки просто нет. Дополнительно поддержки вот этих полок гусеничных, еще какая-то детализация, какие-то там ограждения фар, дополнительно, из пластика, понятно, сделано, в фотоправлении нам их не дают. Все, что нам, кстати, в фотоправлении дают, по-моему, вот эти, что ли, детали, нет?
кстати, не совсем даже заметил, где фототравление. Сейчас тут какие-то две маленькие решеточки, я даже сходу сейчас не скажу, где, собственно, они у нас участвуют. Люки, соответственно, видимо, там стрелок, радист, может быть, водитель. Но как мы видим, что в машине детализирован, собственно, изнутрянки только торсионы, непонятно зачем, если честно, нужные, да, потому что торсионы могли бы, как, ну, не рабочие торсионы, навести нас на мысль о том, что, возможно, мы будем что-то, может быть, по внутреннему боевому отделению, может быть, не знаю, на худой конец там деталировку башни, чтобы эту башню как-то поднять, я не знаю, показать что-то в ней там. Ну нет, то есть на самом деле детализирован ровно двигатель, и зачем-то сделаны торсионы нерабочие. Возможно, кстати, наследие какой-то из другой модификации першингов хабибосовских. Может быть, там какая-то деталировка есть, просто нам здесь она не досталась. Но здесь нам вот досталась такая вот деталировка двигателя исключительно. То есть, как мы видим, никакой другой деталировки внутри нет. Соответственно, как бы люки особо смысла, ну, как бы, наверное, открыть принципиально их можно, да. Но внутрянка там, понятное дело, показывает, смысла никакого нет. То есть вот это вся большая эта верхняя часть, значит, все полностью в сборе опускается на ванну, уже полностью собранной по замыслу. Ну, появляются передние вот эти брызговики. Значит, ну, как эти правильно называются? Есть обширное количество ящиков всяческих под зип или под что-то там устанавливается. И, собственно, у нас мы плавно, так понимаю, плавно ли? А, да, я понял, мы пропустили по ходу шаг, потому что две гармошки мы пропустили. Нет, мы не пропустили. Подождите, 9, 10, а где 10-й-то хоть? Интересная, конечно, инструкция. Где 10-й шаг? Я вижу, подожди, 9, 8. А, вот 10. Да, нет, мы не подпустили, значит. К 13-му шагу мы добираемся до башни. Соответственно, башня, верхняя, нижняя часть, 2,5. То есть, ну, в этом плане, в принципе, все отлито довольно хорошо. То есть, у нас много крупных деталей. То есть, ванна, вверх, башня, низ, вверх. Все крупные, большие детали. То есть, это, в принципе, нам должно сократить работу, потому что в наборе и так, с учетом движка, достаточно порядочных деталей. Башенка, лючки. Кое-где нам, видно, просверливать нужно под конкретную модификацию. Насколько я понимаю, что мы можем сделать открывающийся люк, что ли, то есть написано не приклеивать, хотя, ну, возможно, хотя не совсем понятно, собственно, можно это сделать или нет. Дополнительная деталировка башни, тут все такое из пластика, все, в принципе, ну, достаточно понятное. Ничего такого особенного нет, значит, и перевозвращаемся мы опять на другую гармошку. То есть, казалось бы, моделька-то стоит всего ничего. На другую гармошку попадаем на 14-й шаг, значит, где опять у нас башня. Собственно, башня у нас дополнительно траки повешены запасные, какое-то тут забашенное приспособление, даже не знаю, что это такое, кстати говоря. Маска орудия. Орудие, как мы видим, тоже бюджетно, абсолютно без вариаций 2,5. Достаточно длиннющий такой 90 мм калибр ствол. Соответственно, будет со швом. Пламя-гаситель, дульный компенсатор, тормоз, дульный тормоз. У нас тоже в 2,5, соответственно, тоже со швом. Ну и, собственно, вот получится, да, то есть орудие, как бы, сказать, так сказать, энтузиасты, конечно же, могут поискать в металле, потому что оно вроде бы не очень сложной формы. Ну, к сожалению, вот так вот. Значит, и, собственно, пулеметы. Пулемет у нас один, я так понимаю, М2. Собственно, сборка вот его выглядит вот так. Коробочка устанавливается назад. И финалочка, собственно, у нас башня ставится. И тут еще две какие-то поддержки на задние брызговики устанавливаются. Ну вот можно лицезреть раскладку. Вот, кстати, вот по раскладке кажется, что вроде бы не очень-то много, да, но на самом деле пачка внушительная от элитников. Ну, соответственно, здесь по раскладке можно еще раз удостовериться, что есть только декалька, есть маленькая платочка фототравления. И, собственно, все, никакой прозрачки нет. Вот. Так, значит, по цветной вкладке все очень просто.
Значит, один вариант, я так понимаю, но дан во всех возможных проекциях, несмотря на то, что цвет везде один. Собственно, на оливковый коричневый, на оливковый американский дан цвет, собственно, один серийный номер. Не знаю, возможно, с какого-то полигона какая-то тут серийная нумерация проставлена, с испытаний возможно, потому что не уверен, к сожалению, не понял конкретно вот эти поздние модификации першингов, попадали ли они в итоге в боевые какие-то действия в Корее или, может быть, где-то еще. Ну, скорее всего, надпись, подозреваю, что, наверное, с какого-то полигона. Возможно, фотография. С какой-то фотографии полигонного танка рисовали. Что-то, возможно, такое было. И, значит, ну, по хоббибоссовской традиции дают они на Ганзу, на Мистер Хобби. Ну, точнее, как на Мистер Хобби, на Хобби Колор, по-моему, на C и H серию, на Валеха, Model Master, на Томию, как обычно, тоже половинно краски дают. Не все. И на Хамброу тоже 2 краски. Ну, и всего их 4 краски, собственно, используются совсем бюджетно, как, собственно, сама модель. Так, ну что же, наконец мы добрались, собственно, до пластика. И сейчас мы начнем с крупных деталей. Я говорю, да, литников много, тут еще вот не потерять бы, это все в процессе. Так, значит, ванна корпуса, которая, как я уже говорил, не удостоилась отдельного мини-бокса в коробке, но зато удостоилась отдельного пакетика. Что такое? Ну, такая достаточно стандартная хоббибоссовская трамповская ванна. Деталировка низа есть, с некоторыми тут заусенчиками. Боковые части, ну, тоже как-то детализированная такая вот подвесочка. Кстати, можно заметить, что балансиры жестко задаются, насколько я понимаю. То есть уже тут как бы никакая теоретическая подвижность в принципе не подразумевается. Написано, что ванна под танк 26, как я уже говорил, 26 это что-то примерно принятое в армию Т-26, он же в принципе то же самое название. Видимо, ванна унифицированная, что логично. То в принципе ванна достаточно стандартная. Конструкция у нее сложная, поэтому внутрь ничего не завалилось. То есть, как бы претензий к ваннам Трампетера у меня обычно, в принципе, много не бывает. Из сборки они вроде обычно всегда нормальные. Так, что у нас дальше? Значит, крупная деталь отдельно, это полностью верхняя часть корпуса. В одну деталь, ну как сказать полностью, не совсем полностью, как вот можно сейчас будет понять, но больше ее, скажем так, часть. То есть, соответственно, передняя, лобовой лист, значит, вот эти все отформовки под курсовой. Кстати, был же там курсовой пулемет, да, я что-то на него даже внимания не обратил. Значит, видно, кстати, отштампован какой-то серийный номер вот здесь. Так, интересно, кстати. 2016. Я надеюсь, это... да. Не, ну вроде модель изготовления 2010, так что это вряд ли серийный номер модельки. Штампован какой-то номер здесь. Видно фактура типа как бы вроде литья, наверное. Такая вот шершавенькая на лобовом листе. Вот здесь видно, собственно, погон под башню. Вот это вот боковые вот эти все даже полки надгусечные тоже даны за одну деталь. Ну, только задняя часть, немножко тут они ее как бы вот так вот оставили места под дополнительные детали. Отверстия под всякий шанец, туда-сюда дополнительные уже в основном все есть. Может быть, там что-то и надо было пропиливать под люки. Ну, внутри, понятно, толкатели, никакой деталировки не подразумевается, показывать это не подразумевается. Деталь такая неповеденная, вроде все окей, шпеньки для позиционирования есть. Вот так вот, в принципе, и живем. И последняя из крупных деталей, это, собственно, верхняя часть башни танка. Тоже, наверное, я вот не знаю, унифицирована она с остальными першингами, наверное, должна быть, по идее. Вряд ли свою башню делали. Ну да, вот написано внутри М26, то есть стандартизированная башня. Тоже с фактурой, скажем так, ну, литья, я так понимаю, отлитая башня, шероховатая такая, большая, собственно, под башенку, под, собственно,
собственно, стрелка, видимо, люк. Ну, опять же, внутри вроде никакой детализации не подразумевалось. Немножко вот тут скусано с литника, я так понимаю, неаккуратно. Видимо, на заводе еще видно, что остались вот, собственно, дефекты. Вот это, конечно, не очень приятно, потому что, по сути, деталь уже подпортили еще на этапе упаковки набора. Я так понимаю, лучше бы на литнике оставили. Ну, а в остальном довольно красивый рельеф, так забавно выглядит. Так, ну и, собственно, пошли по рамкам. Значит, с крупных, наверное, начинать. Значит, что по рамкам у нас? Сразу извиняюсь, скорее всего, это все, наверное, надолго по хронометражу затянется, потому что, ну, что-то действительно в таком, казалось бы, издалека небольшом наборе дохренища деталей. В основном, конечно, двигатель внес свою лепту. Но я так понимаю, если есть в наборе двигатель, да, если такой уж набор, то, соответственно, наверное, грех не заморочиться и какие-то там кормовые люки открыть. Вроде бы там была возможность их открывать, наверное, этот самый двигатель показывает. Значит, нижняя часть башни, вот она вот в отдельную деталь тоже. Брызговики, так как я понимаю, передние и задние, детали люков, соответственно, передних, так понимаю, на башенного, там дополнительные держатели полок, что-то такого надгученного, всякая мелочевка. Здесь у нас такая типично хоббибоссов трамповская тема с, как сказать, демпфированием мелочевки всячески. Вот они это, кстати, любят, и, по-моему, это только хоббибоссы Трамп активно и делают. Вот так вот они нас внимательно относятся, упихали всю одну маленькую коробочку, но зато хоть вокруг мелочевки демпфера нафигачили. Соответственно, тут в основном всякие, наверное, ограждения фар, какие-то мелкие, какие-то застежки, держатели, в том числе очень такие ажурные детали крюков каких-то, вроде частично, по-моему, каких-то сигнально-осветительных приборов. В общем, всякая такая мелочевка. По литью я как бы проблем особых не вижу, несмотря на то, что модели, я так понимаю, уже, ну, как сказать, пресс-формам больше 10 лет явно, да, но в принципе не видно, чтобы что-то тут проявились какие-то проблемы. То есть, в принципе, по меркам Трампа и хоббибосса, наверное, не очень. Можно сказать, что это не очень старая модель. Потому что, конечно, у них встречаются и гораздо старше. Значит, что у нас здесь? Детали частично ходовой. Как раз, возможно, ну тут непонятна модификация. Возможно, ходовая как раз менялась в этой модификации Першинга. Детали звездочек, детали дополнительных запасных траков, какие-то там еще детали коробки патронные от пулемета, я так насколько понимаю, какие-то микролючки, еще какие-то там вот эти самые панели ограждений, не совсем понятно, что это. Ну, опять же, вот как бы вроде бы проблем нет. Чисто внешне не могу сказать, чтобы с литьем что-то было не так. Значит, еще детали, значит, еще запасных траков. Соответственно, деталь держателя для орудия или что это такого походного положения, не совсем понятно. Если оно походное и было, то, в принципе, опции на него нам не давали. Какие-то пружины, какие-то серьги. В общем, довольно много всякой мелочевки в наборе, можно сказать. И второй литник, собственно, наверное, скорее всего, относящийся как раз к четвертой этой модификации Е4. Ну, я так думаю, по логике, потому что в модификации как раз самым основным отличием от других першингов это было более мощное орудие. Это, я так помню, по-моему, какая-то забашенная деталь, не уверен, что это, просто, возможно, увеличенная башня. И деталь ствола, ну, как бы я уже говорил, располовиненная вдоль, соответственно, дульный тормоз отдельно где-то на другом литнике, но вот такой вот ствол пластиковый, как бы, что о нем, собственно, еще скажешь. Значит, что у нас еще? Не растерять бы это все. Да, внезапно огромное количество литников. Еще литник с достаточно мелкими деталями. Угу. Так. Тут у нас тоже демпфер. Демпфер у нас демпфирует, собственно, что?
Демпфер у нас, ну, в основном, я так понимаю, литник с деталями двигательной установки. Мелкие патрубки он тут демпфирует, еще всякую мелочевку. В основном из-за вот этих самых патрубков, видимо, они тут обернули все это в пенку. Соответственно, всякие там головные блоки цилиндров двигателя, вот эти крышки и так далее. То есть полностью посвящен литник двигательной установки, соответственно, ну, вот если показывает, то показывает. Кстати, загнул его, будь здоров, этот литник, вот прям жестко он, видимо, как-то где-то пострадал, но так как, в принципе, на нем нету каких-то длинных деталей, я думаю, в принципе, наверное, мелочевка сильно от этого загнутия пострадать не должна была. По крайней мере, на это есть некоторая надежда. Значит, еще литник с достаточно большими крупными деталями. Значит, тут у нас в основном детали внутренней части ванны, которые там в начале у нас крепились, которые, в общем-то, не совсем понятно для чего нужны, для какой-то вроде как внутренней деталировки, но при этом не то, чтобы те места, куда они устанавливаются, были как-то сильно видны. Ну, наверное, там может быть движок, какой-то внутренний полик как раз, по-моему, под движок. По-моему, вот эта стенка, отделяющая МТО от боевого отделения. Собственно, МТО чем-то забито, боевое отделение у нас пусто, как барабан. Детали какой-то вентиляции, видимо, тоже, видимо, под движок там, ну и вот какие-то крышки там, что-то такое. То есть в основном это все типа как бы внутрянка. Так, значит, и только вот здесь мы, собственно, добрались до двух литников с ходовой частью. Так понимаю, полностью идентичных. Так, да, полностью идентичных. Как можно по ним понять, что кое-где у нас даже самое многоразъемное литье использовал Хобби-Босс. Вот я так понимаю, это те самые детали амортизации, шахты под них, соответственно, вот они отверстия им так вот отлили достаточно технологично. Значит, сами катки в 2,5, я так понимаю, даны. Ну, тут как бы сказать нечего, вроде все выглядит довольно-таки прикольно. Детали куда там ленивцы, поддерживающие ролики, дополнительная деталировка, собственно, сами балансиры такие довольно небольшие. Ну и вот то, что в принципе я опознал как торсионы непонятной необходимости, но вот они тут тоже есть. Я, кстати, не совсем уверен, нужно их вообще устанавливать, как бы смысла на первый взгляд особого в этом нет, потому что, собственно, и деталировку они никакой особо не добавляют, так как полностью танк, боевое отделение его полностью пусто. И второе, то, что в принципе они никакой смысловой нагрузки вроде сами по себе не несут. Но в принципе в остальном ходовая, ну вроде прикольно отлито. Я ничего не могу такого прям очевидного сказать против Хобби-Босса, кроме того, непонятных вот этих вот решений с торсионами. Непонятно для чего нужным. Так, что еще? Все еще у нас... Нет, у нас, точнее говоря, последний пакет с литниками. Все-таки мы до него добрались. Тут у нас два литничка. Значит... Так, сразу ты извлекешь. Соответственно, здесь у нас, опять же, обернут в демпфер у нас элементы, мелкие элементы чего-то там, ограждений каких-то. Не хочу сейчас, честно говоря, прям вот сильно вот сюда залезать. Но мелкие элементы выпирающих ограждений, судя по всему, они были демпфированы, чтобы не разломало от давления. Еще так, деталь маски орудия, детали башенки командирской. Так бы вот видно, что наблюдательные приборы какие-то вроде есть, но они чисто пластик. Два пулемета, соответственно, ну не помню, по-моему, только один у нас в инструкции пулемет использовался. М2 и Браунинг у нас тут представлены. Понятно, никакого здесь у нас многоразъемного литья не применялось, поэтому рассверливать пулеметы, если их использовать самим. Еще какая-то деталь, по-моему, кормовая, насколько я помню, тоже с фактурой литья. Еще детали орудия, вот самые достаточно внушительных размеров
дульный тормоз располовиненный, конечно же, о чем уже, собственно, речь была. Ну и, собственно, вот много всякой мелочевки дополнительной, которые, в принципе, особо сказать-то и нечего. То есть лючки, ну как бы вот так вот оно есть. В принципе, достаточно по-трампетеровски, достаточно по-хабибосовски. Такой плюс-минус современный хабибос. И из этого, значит, мы делаем последний наш пластиковый, собственно, литник. Это у нас юбки боковые, те самые, которые вроде как, возможно, спасут нас от необходимости покупать автомаркетную гусеницу, по крайней мере, я надеюсь. Дополнительные какие-то наддвигательные решетки, вот в виде крышек они сделаны. Это те самые, подозреваю, решетки, которые, наверное, чтобы показать движок. Хотя нам, кстати говоря, вот опять же прикол хабибосовский, да, полностью дается, ну, как дается детализация двигателя, да, но при этом в инструкции, насколько я вот заметил, никакой вариации однозначно на то, что можно, например, открыть эти люки для того, чтобы эту самую деталировку как-то показать, нам не дают. То есть, ну, хоть бы сказали, что вот, чувак, у тебя движок там целый детализированный, ну, опцию, да, вот открой, покажи, как будто он там, знаешь, техники на полигоне залезли, смотрят. Ну, иначе, собственно, зачем, да, как говорится, это делать, но нет, Хабибос нам ничего об этом не говорит. Ну, можем, помимо открывания люков, если это вообще возможно, вот, кстати, наверное, детализация внутри, ну, хотя внутри они, кстати, тоже рельеф у них есть, вот тут, в принципе, наверное, их можно открыть, потому что они внутри такие же ребристые, как и снаружи, или тут внутри, снаружи, не совсем понятно, то есть там нет никаких жутких толкателей, так что, может быть, это и вариант. Можно еще, в принципе, просто не склеивать верхнюю и нижнюю часть корпуса, да, и как-то дать их отдельно и показать двигатель. Но это уже несколько странновато будет, наверное. Поэтому вот такая вот ситуация, да, вот эти самые юбки, ну и вот детали верха и детали ящиков дополнительно. Кстати, ящики вот у нас, что круто, не из кучи стеночек отдельных собираются, а вот практически крупные ящики даны в одну деталь, только верхние крышки, собственно, даны отдельно. И это была последняя пластиковая рамка, и остается у нас из деталей только те самые винилово какие-то там гусеницы, которые вот видно, что хорошенько так заискривились и замялись. Я так понимаю, как уже говорил, это два варианта гусениц. Я так смотрю, вот одни с какими-то подушками, грунтозацепами, тут без них. И производитель нам обещает, что якобы их можно склеить модельным клеем. Ну, конечно, смелое заявление, да, проверять я его... Нет, я, конечно же, буду его проверять, это заявление, потому что действительно интересно. Я, как бы, да, я видный любитель это самое, экономить на автомаркете и пользоваться виниловыми гусеницами, поэтому, конечно, заявление это я проверю. Собственно, как они склеиваются, ну, может быть, когда-нибудь отпишусь где-нибудь. Ну, вот такие два варианта виниловых гусениц там с барского плеча. Ну, зато, кстати, собирать меньше. Так, и, собственно, что нам остается? Я тут только что понял, что я успел где-то в процессе распаковки посеять бумажку с декалями. Где-то она тут, видимо, упала, валяется. Но так как, собственно, декаль там состоит из ровно двух надписей белым шрифтом, то я думаю, в принципе, невелика потеря, даже если декаль, собственно, в набор и не попадет. Зато фототравление можно показать. Такой вот заклеивающийся пакетик. То есть, в принципе, трампетер внимательно Хабибос подходит к упаковке фототравления, чтобы оно, не дай бог, не измялось. И вот все это символическое фототравление, но которое дает право говорить о том, что в наборе оно все-таки есть. Это две вот эти маленькие, собственно, решеточки. Вот. И все получается. Собственно, по наборам
Как я уже сказал, декалька не попадает в данный, к сожалению, в данный набор, потому что на обзор, потому что она решила куда-то спрятаться. Но в остальном, что можно сказать по набору, что довольно-таки странный набор. То есть, с одной стороны, внезапно очень много деталей для такую, казалось бы, небольшую коробочку, да. С другой стороны, прототип достаточно редкий, то есть, в принципе, модификация такая, которая не то чтобы где-то реально в боевых действиях применялась. Третье, непонятная ходовая, да, то есть какие-то торсионы, которые непонятно совершенно для чего реализованы. Значит, и при этом наличие деталировка двигателя, но при этом нигде нам не говорят хотя бы, как эти люки открыть, как их показать. И кроме двигателя, соответственно, никакой внутрянки нет. Вот такой вот неоднозначный набор от Хоббибосса. Да, еще виниловые гусеницы добавляют неоднозначности. Ну, на этом все.